Всем привет! У нас идет 23-й день третьего сезона, воронка времени. Сейчас у нас идет баф на дополнительный урон. Если мы на прошлой неделе били через Рука, у кого он есть, в принципе неплохо получалось, то на этой неделе нам все-таки приходится вернуться к команде Ледяного Взрыва, если у нас нет Рука с пятой пробудой. Вот, собственно, так у меня расположен туман. Ничего не менял. С первого дня, в принципе, как настроил, так все и осталось. Для тех, кто первый раз смотрит видео мои, то, в принципе, объясню. Сбор тумана у нас происходит через каждое полученное лечение и щит. Мы снимаем один заряд, и 2 заряда снимаем за наложение ослаблений. Рассеиваем туман при нанесении урона по 1 заряду. И через усиление снимаем по 2 заряда тумана. Перейдем к самим командам. Будет у нас тут 4 варианта, 2 с рейта и 2 с огаком. Потому что вот мы, допустим, соревнуемся с детоксом, и у нас как бы разные тайминги. Я пробовал его, у меня урон меньше, он пробовал мои. И у него с моими урон меньше. Первый вариант у нас будет через рейту. Получается, в данной ротации у нас будет 2 синие головы, а потом уже будем переходить на красную. Тайминги использую вот такие. Это нам позволяет пропустить 1 красную голову и остаться на синей голове. Как это все работает и почему разный урон, непонятно, потому что вроде как должно быть хуже, но по факту бывает, что лучше. Снаряжение в билделе у меня максимально в шанс крита и атаку. Также получилось крит урона еще выжать. По талантам использую вот такие. Также шина. Такие вот таланты. И тоже в мификах. Ей крит урон, атака, ну и шанс крита поддерживаем. Филосия в сете кукольника. Выжимаем просвета как можно больше. И сопротивление обязательно. Я играю с ребрами. Если у вас с выживаемостью как-то все плохо, то ставим жилетку. Вот эти 2 таланта обязательно, потому что дают нам и сапры, и Филосия, получается, у нас занимается самоотхилом. Стоит себе спокойно, лечится. Все у нее хорошо. Зорок у меня в таких талантах, и в новом сете 3-го сезона, который бафает нам атаку, также новый мифик, который дает нам атаку, и орган. Все максимально в атаку, раздаем атаку. Такой вот он молодец у нас. Рейта в сете кукольника. Перчатка. Вот это нам будет стакать атаку. По статам, короче, пытаемся как-то балансировать и хп, и атаку. Потому что она отхиливает и от хп, и от атаки. Также не забываем про точность, что очень важно. И ускорение нужно держать, чтобы входить в цикл обязательно. Не будем терять времени и ударим автобоем. И, собственно, вот такой вот урон у нас получилось нанести данной команды при таких таймингах. Ну, будем считать, что 2,9. Следующий вариант команды у нас будет, получается, идти сразу синяя, а потом сразу красная голова. То бишь мы сдвигаем цикл чуть-чуть ближе. Ну, в принципе, он стандартный будет, такой бы, как, в принципе, любой человек, если без заморочек, то поставили именно такие тайминги, чтобы без всяких пропусков, фаз и так далее. Вот, также через автобой сейчас проверим, сколько урона у нас выйдет. В принципе, как-то по неделям там все по-разному, и поэтому я всегда держу именно 2 варианта команд, потому что не знаю, как и почему и от чего это вообще зависит. Но урон у меня всегда разнится. Ну, тут тоже получается где-то, округлим тоже 2,9. Но и на этой неделе я бью именно вот этим вариантом команды. И получилось у меня, как я в начале видео показывал, набить 3,130 на этой неделе. Опять-таки покажу разницу, как все вообще проходит. Вот это команда номер 2 получается. Здесь мы, получается, ультуем нашими дамагерами сразу.
Соответственно, мы уходим в красную полоску. И на втором цикле у нас получается сразу мы уходим на красную голову. И вернемся к команде номер 1, там где мы пропускаем. То бишь у нас первые 18 секунд проходят, у нас стаки висят примерно ближе к середине. Филосси ультует, но этого недостаточно, чтобы уйти на красную голову. Соответственно, мы остаемся на синей голове. У нас ультуют наши дамагеры, и только потом мы уже уходим в красную зону. Соответственно, только на третий цикл мы переходим в красную голову. Вот не знаю почему, но вот разные варианты. И урон всегда разный. И бывает то на одном, то на втором вот урон больше. Поэтому тоже пробуйте у себя. Вот не забивайте на этот момент. Потому что некоторые потом пишут, типа, вот у меня мало. Я там вот так попробовал. Так, и перейдем теперь к команде с Огаком. Тоже будет два варианта. Первый вариант у нас через синюю-красную голову. Вот такие тайминги получаются. Огака мы менять не будем. Да и в принципе, что касается шмота, то я с рейты по сути все перекинул и оставил. Ну, мы там пытались сделать больше атаки, а тут переоделись и делаем уже вместо атаки упор на просвещенный, чтобы отхиливаться. А так также нам и ускор нужен, чтобы в цикл входить. Вот, так что, если все у вас хорошо по ускору, то можете там и руны подобрать уже, такие, которые помогут нам подольше стоять. И также, в отличие от команд с рейтой, здесь нам приходится переодевать на Филоссию все-таки жилетку, потому что с ребрами мы тут просто вообще не живем. Попробуем также через автобой ударить. Это у нас будет первый вариант команды. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится набить с Огаком и Филоссия с жилеткой. С Сапро я пробовал, короче, ну, очень печально. 2,5, но опять-таки, обратите внимание, что все выжили, но немаловажный момент, да, что все-таки Филоссия 5 и Огак тоже 5. Даже при таких пробудах, если я ставил ребра, то команда не доживала. Не получается Огака все-таки держать команду, несмотря на пробуды и так далее. Второй вариант команды у нас будет через синюю красную голову. Здесь нам приходится сдвигать наших дамагеров и сдвигать также Огака, так как если мы оставим ему прежние даминги, у нас не получится из-за усилений войти в эту синюю голову второй раз в начале. Запустим автобой, посмотрим, сколько у нас получится набить с Огаком в команде без рейты и с данным циклом. И вот вам, собственно, пример, что урона получилось нанести больше, чем в прошлый раз. Хотя с точки зрения логики, да, мы пропускаем одну голову красную, на которой у нас урон выше должен быть, правильно? Но по факту урона получается больше. Билдель у нас здесь умерла, но скорее всего под конец боя. Опять-таки, можете попробовать пореролить. Вдруг, как в прошлые разы, ей удастся дожить до конца. Так что пробуйте. На этом, в принципе, все. Все коды команд будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.